Всем привет! Печально осознавать свою родину сырьевой страной. Путин в прошлом году заявлял, что Россия постепенно слезает с нефтяной иглы. А еще раньше, в 2020 году, говорил, что 70% бюджета формируется уже не за счет добычи нефти и газа. Но это совсем не означает, что мы вдруг начали конструировать и производить современные самолеты и автобусы, станки и автомобили, электроинструменты, бытовую технику и компьютеры, ткани и пластмассу, одежду и обувь, за которые в очередь выстраивались бы зарубежные покупатели. Если бы мы все это делали даже не для экспорта, а для себя самих, это было бы хорошо. В СССР такое было возможно, а сейчас почему-то нет. Если бы это было так, то мы могли бы гордиться тем, что 70% бюджета формируется уже не за счет добычи нефти и газа, а за счет ранее упомянутой продукции с высокой добавочной стоимостью, что достойно великой державы. Но мы по-прежнему сидим на сырье, просто сырье стало другим. Сократив экспорт энергоресурсов, мы просто-напросто нарастили экспорт зерна и некоторых других продуктов сельскохозяйственной отрасли. Вот и весь фокус, который сейчас называют слизанием с нефтяной иглы. Продажа продовольствия за границу стала ключевым источником дохода России после экспорта нефти и газа. В основном сейчас экспортируются зерновые, это львиная доля. Основными покупателями российской пшеницы в прошлом сельскохозяйственном году стали страны Ближнего Востока и Северной Африки. Ну а остальными источниками дохода госбюджета традиционно остаются налоги, акцизы и прочие внутренние поступления, существенную часть которых формируем мы с вами, то есть рядовые граждане и предприниматели. Нормально ли это? В том смысле, что по тысячам жизненно важных для экономики позиций мы находимся в огромной зависимости от иностранцев, главным образом от Китая, у которого вынуждены покупать буквально все, от каких-нибудь бельевых прищепок и трусов до сельхозмашин и автомобилей. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. И еще вопрос. Нам рассказывают, что самим производить нерентабельно, поскольку вдруг произведем лишнее, то девать некуда будет, а производитель потерпит убытки. И убедительно так рассказывают, что порой начинаешь этому верить. Но господа, как же тогда объяснить, что Китай строит фабрики и заводы, производит все от тех же прищепок до автомобилей, и его экономика в итоге стала лидирующей экономикой мира? Где логика? Вот сейчас стало известно, что Россия всего за год увеличила на 258% ввоз из Китая наземного транспорта. Различного оборудования в прошлом году мы купили на 50% больше, чем годом ранее, электрических машин на 29% больше, пластмассы на 20% и, внимание, китайской мы закупили обуви на 40% больше, чем годом ранее. Любопытно, что эти данные обнародовали почему-то не российские ведомства, а главное таможенное управление Китая. Говорят, что российские власти из-за санкций не раскрывают детали товарооборота по странам. Правда, наши власти еще до всяких критических санкций не особо-то рассказывали нам, по какой цене продают нефть в Китай и Индию. Хотя народ вправе знать, почем владельцы российских нефтяных и газовых компаний торгуют народными богатствами. На этом фоне интересно посмотреть на то, что мы продаем в Китае. И это не компьютеры и автомобили, как вы уже наверняка догадались. Так все же, почему мы упорно наращиваем закупки в Китае, а сами ничего не создаем и не производим толком? Ведь закупаясь импортной техникой, мы становимся зависимыми от импортных запчастей, а не производя своей обуви, мы также становимся зависимыми по ней от иностранцев. Более того, пока Китай нам что-то продает, в России не могут свободно развиваться те отрасли, продукцию которых мы приобретаем за рубежом. Какой резон нашим заводам, например, пытаться делать нормальные запчасти, если из Китая их пришлют дешевле, пусть и ниже качеством? Или, например, ткани. Вопреки злопыхателям, в СССР ткани производили гораздо более качественные, чем сегодня мы заводим извне, и хватало
хватало их на всех. И автомашины, и станки, и другую технику. Почему сейчас это вдруг стало нерентабельным? Может, причина в другом? В желании властей и владельцев заводов-пароходов получать сиюминутную и большую прибыль с минимальными вложениями, не вкладываясь в образование, науку, разработку чего-то нового и современного. Ведь с этого денег быстро не поимеешь, проще и выгоднее оставаться с сырьевой страной. Так зачем народ обманывать-то? А как считаете вы, нужно ли создавать все самим? Пишите в комментариях.